Друзья, приветствую вас в рубрике CryptoPassive. Итак, краткий обзор этой недели и итоги. Друзья, на прошлой неделе я себе отметил точку 80500. По этой цене я хотел войти в рынок, чтобы усреднить мои позиции на споте, которые были совершены на хаях. Значит, еще раз освежу план у себя в голове. После того, как нахомячил на хаях, на споте, на всю свою сумму и словил просадку до 80 тысяч, значит, это то, что осталось от моего депозита на споте, я решил в данном диапазоне вывести $100, перевести их на фьючерсы и с 20 плечом зайти на $20. Это получится объем позиции $400, он будет приравниваться к моему депозиту на споте по объему. Таким образом я усредню позиции спота, и оставшиеся $80 у меня останутся для обеспечения данной сделки. Все бы хорошо, но только Binance позволяет открыть минимальную сделку на $168, как оказалось. Друзья, кто торгует на Bybit, если там по-другому, напишите в комментариях. Интересно, как там, потому что я на Bybit не торгую. Но не суть, данные цифры приведены просто для приблизительных расчетов. Естественно, у всех разные суммы. Кто-то торгует на 80 тысяч, а не на $800. Поэтому он будет все это высчитывать в эквиваленте своего депозита, то есть кратно умножая. Но суть такова, чтобы, скажем, пятую часть депозита на споте перевести на фьючерсы и зайти с плечом, чтобы получить такой же объем позиций, как и на споте, чтобы усреднить. Суть такова. Значит, что по итогу получили по рынку? Быстрый отскок. Цены 80500 я так и не дождался повторно. Пошли позитивные новости о том, что, вероятнее всего, урежут ставку в декабре. ФРС, и на этом позитиве, на слухах уже начал отрастать рынок. Сейчас находимся возле 28 EMA. Ситуация вырисовывается очень похожая, как была вот здесь. В марте и апреле отскок, сейчас возможно тоже нарисует небольшой откат вниз и потом подтянутся до 50 EMA. Это у нас зеленая EMA. Вероятнее всего так и будет, потому что если посмотреть даже по другим метрикам, по карте ликвидации, например, очень много ликвидности собралось в зоне 96, 97, 98. Это как раз совпадает у нас с сопротивлениями и со следующими EMA. В данном случае, друзья, EMA по моей стратегии, они работают в обратную сторону. То есть, если мы на дневном таймфрейме находимся под спагетти, то, естественно, от них у нас будут откаты, скорее всего. Также, если посмотреть по боковым объемам, это у нас жирная точка. И точка рост у нас тоже совпадает приблизительно с этим диапазоном. Значит, какой план теперь? Не дождался цену 80500, буду ожидать отката от данной точки 97-98 тысяч. Откат должен быть, потому что и ликвидность перед тем, как пойти в большой рост, скорее всего, пойдут, снимут внизу вот эту вот. Если посмотреть по ликвидности, у нас заканчивается она на 82 тысячах приблизительно. Такая самая жирная, скажем. Также во вчерашнем отчете от интеллекта он мне указал диапазон от 84 до 75 тысяч. Значит, я себе прежде рисовал диапазон 80-65 даже, но он поправил, он указал 75. Указал, что 84-75 это зона предновогодних подарков, зона дисконта. В принципе, я тоже так думаю, потому что дно вырисовывается, уже у нас вторая неделя позитивная, вторая неделя роста. Вырисовывается приблизительно вот такая вот картина, поэтому где-то здесь должен быть разворот. Поэтому меняю план, меняю точку входа, смещаю ее с 80 на 82. На 84, как говорит интеллект, мне мало верится, что произойдет разворот. Если еще раз сюда откатит цена, то, естественно, пойдут снимать ликвидность за вот этими вот минимумами. То есть это где-то будет цена 82 тысячи хотя бы. И может быть пойдут и ниже, нарисуют похожую картину, как вот здесь. Дойдут до 50-60 EMA и после этого скорректируются еще ниже. Может быть и такое, поэтому будем посмотреть. В таком случае могут, да, сходить на 75 тысяч, как говорит тот же интеллект. Поэтому закладывать нужно, риски нужно закладывать, учитывая данные уровни. 82 тысячи, 75 и следующий рубеж это 65 тысяч. Ну, если у нас цена будет 82 тысячи, то до 75 это 10% и 65 это еще 10%. То есть в идеале нужно разбросать сетку от 82 до 75. Сетку мелких ордеров и не пытаться поймать самое-самое донышко, как всегда хочется это сделать. Самый-самый пик шампура, потому что неизвестно, до куда дойдет этот шампур. Поэтому в идеале работать сеткой. Подытожу. Ожидаю отката от данной зоны 98-97 тысяч. Не верю вот прям от текущего разворота. Не верю, что произойдет полноценный разворот и пойдет у нас заканчиваться цикл роста. Потому что мы еще находимся все-таки под спагетти и
должны поотрабатывать эти уровни, потому что эти EM, они не что иное, как просто сильные уровни обозначают. После отработки уровней, когда цена уйдет выше спагетти, это уже, конечно, в идеале супер безопасная тактика, чтобы не ловить ножи, не пытаться поймать самое низкое дно. Но кто не рискует, тот не пьет. Немножко будем рисковать, будем набирать позиции в данном диапазоне, как указал интеллект. Друзья, на этом буду заканчивать мой краткий обзор. Кто не подписался, подписывайтесь на мой телеграм-канал, туда я скидываю отчеты от интеллекта. Туда приходят сигналы от моих ботов, эмо-бот, бот по сентименту, бот страхожадности. В качестве напоминания, ставьте лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока.